Привет, YouTube! Меня зовут Идеятов Сергей, и всю свою сознательную жизнь я посвятил информационным технологиям. Сегодня я хотел бы с вами разобрать ошибки при построении IT-инфраструктуры на примере одной из них. Ну так и что, приступим к разбору? Поехали! И первое, что бросается в глаза, это отсутствие базовых сервисов безопасности. То есть у нас нет системы резервного копирования, вообще резервного копирования ни в каком виде. И как минимум сервиса антивирусной защиты. По крайней мере, централизованно. Собственно, в чем же здесь проблема? Ну, основная проблема в том, что эта комбо приводит к практически гарантированной потере данных. Ведь когда мы получили инцидент безопасности, из-за отсутствия консоли антивирусной защиты и оповещений мы об этом не узнали. А когда вирус-шифровальщик зашифровал все наши данные и требует выкуп, мы вынуждены идти на переговоры и иметь высокий шанс потерять все данные, потому что восстановить нам их неоткуда. Еще один недостаток, который относится к базовой гигиене. У нас всего один домен-контроллер, и если с ним что-то случится, приключится, ничего мы не восстановим. Мы будем вынуждены поднять новый домен-контроллер и включать туда серверы, проектировать заново групповые политики, группы пользователей, права доступа, включить все рабочие станции в новый домен. Ну, в общем, работенка так себе. Третий недостаток – это неправильное размещение сервисов. Во-первых, мы здесь совмещаем систему виртуализации и почтовый сервер Exchange, что, в принципе, производитель делать никогда не рекомендует. Ведь система виртуализации должна работать на выделенной операционной системе, и никаких других IT-сервисов там быть не должно. А вот с точки зрения 1С здесь все наоборот. У нас сервис 1С размещен на двух хостах. При этом никакой отказоустойчивости не обеспечено, зато сервис разделен. И мы теперь зависим не от одной операционной системы, а от любой из двух операционных систем, что, конечно же, повышает наш шанс остаться без сервиса на какое-то непродолжительное или продолжительное время, то, что ты не знаешь. Также по поводу размещения сервисов. Сервис DNS здесь зачем-то расположен на сетевом маршрутизаторе, хотя обычно нормальные люди его располагают на домен-контроллере, поскольку в этом случае хосты могут обновлять свои записи в DNS, и он в любом случае туда устанавливается при развертывании домен-контроллера. Зачем его оттуда переносить, вообще не могу себе представить. Ну, про зоопарк из операционных систем, я думаю, говорить не надо, вы сами это видите. А теперь давайте взглянем на то, как должна выглядеть такая IT-инфраструктура. Поехали. У нас есть теперь сервисы безопасности, которые позволяют нам сохранить данные даже в случае с инцидентами безопасности, и это, конечно же, хорошо. Во-вторых, у нас, по крайней мере, теперь есть два домен-контроллера, и при выходе одного из них из строя вся остальная IT-инфраструктура продолжит работать. Сервер 1С предприятий и СУБД теперь находятся на одном хосте и могут использовать механизм Shared Memory для взаимодействия и не тратить время на TCP/IP соединения, что тоже классно. Также мы навели порядок в версиях операционных систем, что тоже, конечно же, хорошо. Ну и, конечно же, мы храним резервные копии отдельно от данных, на отдельном устройстве. Это нормально, потому что когда у вас хост с данными выйдет из строя, вам нужно, чтобы ваши бэкапы были в каком-то отдельном месте, откуда их можно было бы успешно куда-то восстановить, и они бы не погибли вместе с данными. Итак, надеюсь, вы сегодня узнали от меня что-то новое и полезное и будете применять новые знания в ваших нормальных IT-инфраструктурах. По крайней мере, этого я вам желаю. Ну а сегодня на этом все, поэтому до скорых встреч, пока!